Всем привет! Вы на канале Дом Стук. В этом видео расскажу, как вырастила эвкалипт из семян, о своих успехах и промахах. Если интересно, то оставайтесь с нами. Спойлер! Оказывается, что вырастить эвкалипт из семян не так уж и сложно. Вот я купила в 2020 году семена фирмы Гавриш, эвкалипт лимонный, флагман. Даже ценник остался 32 рубля. Это было начало моего семенного садоводства. И я посеяла эти семена в январе 2020 года. Сегодня у нас на дворе май, то есть фактически вот этому растению эвкалипта уже почти полтора года. Что мы видим вот тут в описании? Сейчас я вам зачитаю. Сфокусируюсь только. Вечно зеленое, медленно растущее растение высотой до 1,5 метра. Ярко-зеленая листва покрыта нежным пушком. При прикосновении к листкам этого растения вы почувствуете свежий цитрусовый запах со сладким бальзамовым тоном. Любит яркий рассеянный свет, обильные поливы и совершенно не нуждается в опрыскивании. Легко размножается семенами. Подтверждаю. Посев в феврале-марте поверхностно при температуре около 18 градусов. Прорастание происходит только на свету. Всходы появляются дружно, быстро, в течение 7-10 дней. Скажу, что у меня появилось около 7 всходов из, наверное, 10-12 семян. Почвенная смесь из дерновой, перегнойной земли и песка. Я использовала обычный торф. Подойдет как для семян, так и для более взрослых растений. Почва должна быть все время слегка влажной. Пересаживают эвкалипт через каждые 2-3 года весной. В осенние и зимние месяцы эвкалипты предпочитают прохладу и умеренный полив. На лето их выносят на балкон или в сад, возвращая не позднее, чем в сентябре. Прищипка побегов сдерживает их рост и стимулирует ветвление, появление молодых листьев. Аромат растения обладает бактерицидными свойствами, снимает судорожный кашель. В комнату, где находится растение, не залетают мухи, комары и москиты. Теперь из насущного опыта выращивания. У меня была очень хорошая всхожесть растений. Потом в процессе я потеряла несколько растений при пикировании. И в итоге у меня осталось 4 растения. Но до такого возраста вот дожил лишь 1 экземпляр. Вполне возможно, я допустила фатальную ошибку. В первый год, то есть когда еще растению даже не было года, я вывезла их всех на дачу, где мы постоянно не проживаем. Естественно, там в кашпо надо поливать ежедневно при нашей южной засухе, доходящей в июле до плюс 50. Видимо, полива некоторым растениям не достало, и они зачахли. Поэтому вот к этому периоду, к 1,5-летию, у меня осталось 1 растение, но оно уже достаточно крепкое. Я думаю, что будет дальше уже расти, радовать и красоваться, и у него нет никаких причин для гибели. В этом году я решила оставить его здесь вот на балкончике у нас, потому что на даче все еще мы не проживаем, дом только строим. Можем там 2-3 дня, в принципе, не приезжать иногда туда. Поэтому жалко будет потерять такой красивый экземпляр. Агротехника выращивания у него несложная. Его не надо заливать, должен быть хороший дренаж. Земля должна быть воздухопроницаемая и без застоя влаги, но постоянно влажная. Думаю, что при пересадке в следующий раз я добавлю сюда в кашпо гидрогель. И попробую в следующем году уже вынести его на лето на улицу с таким вот заправленным
дополнительным гидрогелем кашпо. Очень у него приятный аромат. Это аромат такой вот концентрат мелиссы, тимьяна лимонно пахнущего, эвкалипта. Все эти растения у меня есть в саду, и тимьян лимонный, он даже вот у него лимонная окрасочка и лимонный аромат есть, и мелисса, и у него все эти ноты присутствуют в запахе. Когда болеешь какими-то простудными, острыми респираторными заболеваниями, то сорвешь листочек, и очень приятно наслаждаться этим запахом. Кроме того, пишут, что отгоняет злостных насекомых. Ну, у нас вот стоит тут на балкончике. В принципе, есть москитная сетка. Ну, посмотрим, как он будет справляться уже во взрослом состоянии с этой задачей. А так растение очень симпатичное. Я вот тут вот так карандашиком и резиночкой немножечко подвязала. Надо уже немножечко переделать ему опору, чтобы он пошел ввысь, был более красивой формы. На самом деле ничего сложного в выращивании эвкалипта не оказалось. Самое главное, что схожесть семян хорошая, главное не допускать пересыхания почвы. Видела, что он может поражаться паутинным клещом и щитовкой, но у меня в заболеваниях он замечен не был. На родине, в своей прекрасной Австралии, он произрастает, и некоторые экземпляры, ну, там разные виды эвкалипта есть, вырастают до 100 метров в высоту. Также в России его выращивают на юге, Черноморском побережье, в Крыму вроде как я читала, что некоторые экземпляры выращивают. Я живу на юге России тоже, на Кубани, но немножко севернее. У меня 6-я климатическая зона, поэтому зимовать он у меня, конечно, не будет, потому что температуры доходят у нас до минус 20, может даже до минус 25 в самые лютые зимы. А эвкалипты некоторые обладают зимостойкостью только до минус 10, ну максимум минус 14 градусов. Поэтому это будет вот такой наш домашний, тепличный, хотела сказать цветочек, но цветочков здесь не будет. Цвести в балконных условиях он не будет. В общем-то, все, что хотела рассказать о выращивании своего эвкалипта. Как малыш мой подрастет, еще сниму, может быть, видео. Надеюсь, что будет он жить и здравствовать. Красавец. Запах вот сейчас стою и наслаждаюсь, какой у него запах прекрасный. Спасибо всем за внимание, кто досмотрел это видео до конца. Если вам была интересна эта тематика, ставьте лайки. Если не понравилось видео, дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.